Значит, всем захотелось слетать куда-нибудь в Катар. Не, вот да. А я тут сижу. Ну что ж, поблагодарим катарские авиалинии за то, что они летают, и за то, что спонсируют вот эти вот всякие движухи. Потому что кому еще кайтбойдеры нужны? Да никому. Кроме авиаперевозчиков. Perform these tricks like after so many years at the top, and I think it's super cool to have someone like Bruna on tour. Наблюдаем на берегу валяющийся Пьюа Норф кайты, а именно Вегасы, как сказал достопочтенный Дон Илья Твинтип. По большому счету, основные у нас фристайлеры катаются на Вегасах, немножко на ВТФах от первого F, ну и еще там по мелочи. Даже Crazy Fly вроде есть, да? Раз у нас Мартинес катается. Ну что ж, ждем с нетерпением начала заездов полуфинала. Ветерочек вроде дует, парашки какие-то есть. Значит, есть чопчик. Но парни все достаточно плотные, поэтому я думаю, что им этот чопчик будет, по большому счету, не так и пугающий. Так, это уже перформанс или так, чисто разогреться? Какого-то показал, как он может бэкмобы шибить, да? Или это фронтблайн был? Что ж, будем наблюдать. Будем наблюдать. He's gonna probably take the win, but he needs to control his motivation and like a rage he have inside him, you know. Yeah, he's a real Italian, I guess, would be fair to say. Yeah, he's got a lot of emotion in him. He's a very good talker. He's fun to listen to. Very different actually from everyone. He's I mean, here he is here. Кого-то разогревается, смотрите, вот. Getting a feel for the conditions, and he's been doing that a bit this morning. One of the only riders to be out there. He loves to be on an 11-meter kite, which it looks like he's got there. And стёгивается, это у нас Хуан Родригес, наверное. Rodriguez from Colombia, who's flying the flag here. А, он, кстати, Айраша забыл, да, упомянуть. Вот Родригес на Айраше. Несмотря на то, что на Павлачековских нету. Yeah, that's Matteo. Score 50% of this heat Italian. So Луис Крус его отставил. Он тоже на Айраше, что ли? Я смотрю, у них там, видимо, модно. Видимо, там хорошо работают лидеры Айраша. Что и у Круза, смотрите, и Хуан Родригес, Айраша. А у нас лидеры Айраша плохо отрабатывают. Айраши что-то немного. Как же так? I think I will say Juan Rodriguez, but we never know. But Matteo as well. Like if Matteo perform well, I think. Ну что ж, судя по всему, сейчас начнут парни кататься, так что можно всем готовиться, всем потихонечку подключаться к нашей беседе, точнее не беседе, а нашему монологу, не нашему, а моему.
попробую вас как-нибудь развлечь, хотя, конечно, вряд ли мне это получится. Развлекать вас все-таки должны вот эти вот загорелые, мускулистые ребята, а я так поболтать немножко. And we see now the wind is talking about the condition is dropping a little bit now, so I think it's just gonna get super good for freestyle on 11-meter kites. Неплохо, неплохо. And we just seen Alberto getting a big crash. Хруст такой прям выдал интересную приземочку. Видимо, решил немножко охладиться. Охладить голову, чтобы быть собранным и внимательным. Ну что ж, нас обещает уже через минуточку стартануть. Напоминаю, что для того, чтобы побороться за чемпионство в этом сезоне, у нас как бы из этого полуфинала были только Хуан Родригес и ГКА. Поэтому им надо в любом случае проходить финал. То есть для того, чтобы хоть как-то, хоть что-то. И вообще, меняем кайты. Что, слишком много, слишком мало, непонятно. I think because it started to drop, all the riders went with the 11-meter kite, but I think it's still a bit strong for this 11. Maybe they will chant for smaller, like 9, I think. But maybe Coco is just gonna keep riding on his 11 because Так, ну что, мы начинаем? Maybe heavier than the other one. Первый вроде как Доротини должен прыгать. On day 3 of the Qatar Airways GKA Kite World Tour, and we have. Кстати, его еще не показали на воде. Не знаю, куда он делся. The heat starts, and first up then will be Matteo Dorotini. Let's remind you actually how this is going to work here then, Val, because we take it in turns here on the freestyle tour, and the riders will have 7 trick attempts. Their best 4. Ну что, да, тут вот нам на всякий случай рассказывают о том, что 7 попыток у ребят, 4 в зачет, все должны трюки быть из разных категорий. So it's you. So on the first one, it's the rankings that dictate your order. So if you got the best ranking, you're going to be the last one to jump because you can see what the others are performing, and you can just adjust what you need to do to take the lead. And yeah, for the semi-finals, it's so like the two people, the 2 riders that came first in the quarterfinals. So it's Coco and Juan Rodriguez. So Coco is first because he got a better ranking from the beginning, so he's the last one to jump. Then one is semi-final yesterday against Maxim, his quarterfinal, sorry. And then we have the two second, which is Alberto Cruz and Matteo Dorotini that came second on the quarter. But yeah, for sure the orders have his importance, but also depend, because when you're the first one to jump, if you perform a big trick straight on the beginning, you also put pressure on the other riders, even though. Ну, видимо, нам представляет райдеров, вон им все на воде, Доротини тоже ближе всех к зоне катания. У меня на численно цифрах 1.32, под это подстраивайте свои ютубчики. So with nothing to lose then to the left-hand side, it's Matteo Dorotini. He will be coming up on your screens nicely there then, and it is second there, Luis Cruz from the Dominican Republic, nicely in correct order here. Juan Rodriguez in Colombia, and in 4th, and you called that, always riding more than most, Val. Ну что ж, погнали, не погнали, кто-то поехал. There are your 4 riders. Ну, видимо, мы начинаем. It's nice to see lots of the locals have come out down here early already to, well, not actually so early today, 11:30, to come down and watch this. So the 3 riders head out onto the water now, and it looks like he's going to go for a right foot forward start potentially here, Matteo Dorotini. There's the other 3 riders who aren't going to trick just yet, and the rider out of your shot is the Italian that's had a great run here into the semi-finals, just waiting on the beach, perhaps, unless I've missed him. Maybe he is already out in the water. Matteo, yeah. Oh, yes, that's right. Пацаны расположились по акватории. Yeah, И чего тоже ждут? Наверное, когда поднимут зеленый флаг. Или просто любят потрамваить. Хоть когда-нибудь дают возможность потрамваить. Ну вот, хоть на сториках, между заездами можно наконец-таки с удовольствием предаться любимым занятиям трамвая. А то все эти ваши хрустальные штучки только об воду биться и никакого удовольствия. Here of the semi-finals, where he will have, let's remind you, 40 seconds to perform
Ну что, мы начали, не начали? Но, судя по всему, итальяшка разгоняется. Разгоняется, значит, начало положено. И что же она нам покажет? Была попыточка, ну точнее нет, наверное, это просто же по проверочке, но 317 он сделал. Конечно, за батчек ему там очечи скинут, я думаю, что будет где-нибудь в пятерочку, даже в пятерочку не влетел, 4 балла получил. Ну да, был такой жесткий батчек. А еще посмотрим дальше. Круз. Круз наваливает правой ногой. To remove from you 4 best tricks at the end of the heat if you want to advance in a final. Do you think he'd be happy with that? Судя по всему, будет прыгать. It's not the ideal thing. Preload and pop. И тоже пошел на 317. И в целом выполнил поинтереснее. Более уверенно. Так, второй перехватик был уже ближе к воде. Не такая большая амплитуда. Но без жопа проверки он явно перепрыгнул Доротини. Но для того, чтобы побороться за выход в финалы, нужно все-таки накидывать как минимум 7+. Трюки, то есть выполнять их либо на лучшей амплитуде, ну, либо усложнять дополнительными вращениями. Покажет нам Хуан Родригес на первом трюке. Но с другой стороны, первый трюк — это первый трюк, то есть там тоже никто обычно на первом трюке не пытается вложиться на все 100%. А так немножечко прикататься, чтобы иметь какой-то запас. Потому что начинать с крэша совсем не хочется. Потому что психология начинает работать, становится некомфортно, ты начинаешь переживать. А это дело вредит. Хуан Родригес разгоняется. Ну, они, в общем-то, все пошли на 317. Но единственное, что, по-моему, он все-таки на бэксайде 317. За бэксайд, кстати, дадут побольше очков. Я думаю, 6,5 он сейчас получит, а то и 7. Хотя тоже амплитуды было не то чтобы дофига. А что нам покажет Какаутов, как обычно будет? Даже больше, 76. С чем начнет Какаутов? С бэкмобов, как своих любимых. У него же его коронный трючок, это бэкмоб 7. Правда, исполняет он его не так часто. This trick goes well, I feel good. So it'll be interesting to see if it doesn't go too well. But he's just now waiting his turn on the beach. So we want to see the green Vegas of Gianmaria. There he goes. Nice camera work there as he rides off. It's all about takeoff, I guess, for him. Talk me through this one then, Val. Yes, it's going to be from blind mob. Он начал с фронт-блайн моба. Тоже идеально исполненный, чистенький, хорошим пролетом. Красиво. Красиво же. It's because like the technicity of this rotation is way more complicated than just do a rally and pass the bar twice, you know. And when you add a grab to these tricks, it just becomes super complicated and it have to be like at the perfect timing if you don't want to over-rotate. Ну вот из-за того, что фронт-блайнд, несмотря на то, что трюк красивый, но не двойной, на него не то, что прям дофига насыпает, а так потихонечку. Мне кажется, что единственный, самый дорогой одинарный трюк, это все-таки будет соскок. Доротини попытался на слима от седьмого, но не дотянулся. Ну, по большому счету, мы, конечно, Доротини не ждем какого-то супер выступления, потому что ему придется сейчас рисковать, придется как-то пытаться перепрыгивать через голову, а это вряд ли поможет стабильности. He heads out right foot forwards and a left-hander as well, so we might be seeing a slim 7 possibly here. I think so. Ну, пошел по той же программе, и по этой же программе на этот раз все-таки не смог землить. Ну, даже не землить, а перехватить планку. Ну, что ж делать? So yeah, basically like when you perform a trick, you like in freestyle, we almost always have a bar pass in the back. So we have a leash in case you miss the bar, but imagine you perform the trick without the leash. If you just miss the bar, the guy would just fly. Так, у нас Родригес разгоняется. Don't grab the bar at the
what it is, then it counts as a crash because Двойной хинтер 5, интересно, но нет, не богат, хотя пока он все равно лидер. Interesting to see. As the judge said at the briefing this morning, they don't want to see like a spin to win, you know. Но я думаю, что сейчас Какао-то будет, ну, как минимум, будет стараться, но должен стараться. Наращивать мощь, наращивать амплитуду и давать серьезные трюки и очечки, потому что ему, во-первых, он хвалился, он нас тут петушился перед всем этим мероприятием, перед полуфиналами, рассказывал, какой он классный. Вокруг него плясали ребята с микрофонами, потому что тут уже упасть в грязь лицом нельзя, нужно уже начинать и раздавать серьезные двойные перехватики с вращениями. Хинтер 7, Слим 7, столько вариантов. Ну давай, дорогой, давай, покажи нам класс. Ну, семерочка. Седьмой судья. Красиво, мощно, как я и предполагал, вам и рассказывал. Вот, восьмерку получил. Задал планочку. И теперь Хуану придется его догонять. Ну уж не говоря про Круза и про Доротини. Хотя, может быть, я их рано списываю со счетов, но есть подозрение, что шансы у них небольшие. Ну что ж, смотрим на Доротини. Ему нужно собраться, ему нужно потушить эмоции, нащупать контроль и начать землять. А то пока, по большому счету, у него можно считать, что ни один трюк не вземлен, потому что первый все-таки был такой плотной же по проверке, что сказать, что это исполненный трюк, можно, если это в нашей луже происходит. Нет, не получилось. Не вышло. About that. I think it's his first semi-final as well, so it's yeah, I think it's his first semi-finals. Ну ничего, ничего. We'll see, like he's maybe, хотя у него по большому счету осталось, ну вообще ему больше падать нельзя. Ну для того, чтобы пройти дальше, ему уже однозначно нельзя больше роняться, ему нужно прям прыгать и прыгать, чтобы хоть чего-то достичь. Но шансы, конечно, невелики. Посмотрим на Круза. Круз, в принципе, катается хорошо и, в принципе, может что-нибудь показать нам. Неплохо, неплохо. 7-7. Посмотрим. Ну, по идее, должно быть не самые плохие очки должен дать. Дальше Хуан. Ему планочку тут задал Какао, ему надо наращивать. Да и плюс еще он начал на пятки наступать Круз. Хотя, по большому счету, Хуан, конечно, может не выбрать стратегию, что бороться с Какао, и надо пройти только Доротини и Круза, и до финала доберемся. А уж в финалах показать всю мощь. Но, кто знает, сейчас посмотрим. Хороший разгон. О, девяточка. Девяточка, первая девяточка в этом полуфинале. А вот странно, потому что он же прыгал уже 317, то есть он получается... нет, он не прыгал 317. Он бэксайд делал, все правильно. Тогда молодец, вообще 319, хорошая программа. Прыгнул, соответственно, на переднюю руку семерку, на заднюю руку девяточку. Сейчас должны ему, наверное, восьмерку дать, так сказать, тоже понажимать на эмоции Какао-то. Уж, конечно, хочется выйти первым, потому что когда ты выходишь первым, ты в сетке оказываешься последним, и у тебя есть возможность посмотреть, что пацаны прыгают, что пацаны не прыгают, там как-то свою программу подработать, понять вообще, на что стремиться. Ну, смотрите, 8-13. Так, Какао сейчас тоже, наверное, будет на переднюю руку. Ой, на заднюю. Нет. 317. На 319 не допрыгнул. Будет подешевше. Ну, в общем, ребята будут идти ноздря в ноздрю.
по большому счету, потому что так у них достаточно близкие значения очков за трюки. Ну что, Доротини, давай, соберись, пацаны. Понимаешь, что тяжело, понимаешь, что вокруг кругом враги, ребят серьезные, мускулистые, но надо постараться. Ну что ж, reload and pop. Ну, шел на слим, получилось как бы, ну, лучше, чем в прошлый раз, конечно. Но, опять же, не серьезно, если сравнивать с парнями по соседству. Так, что покажет Круз? To get through to the end of this heat, but it's yeah, there's nothing to lose anyway. You need to try to do your best tricks, and you never know what can happen here. The other riders still haven't got 4 clean tricks on the board, you know, so until that happens here, you don't know. But here is Alberto Cruz. Да, у меня 11.45, а если говорить по заездам, 13.23. О, неплохо, но пятерочка. Опять же, не на чемпионство, кружочек. Да, на всякий случай, если кто-то еще хочет подвести часики, 4, 3, 2, 1, 13 минут у меня в заезде осталось. Можно немножко подкрутиться, подвертеться, подобраться, чтобы то, что я говорил, совпадало с тем, что происходит на экране. Не знаю, надо вам это или нет. Что ж, Хуан Родригес, давай, продолжает наращивать. Я думаю, что сейчас он на слима должен идти. Давайте посмотрим. Да, слим 7. Слим 7, четенько, красиво, раз, исполнил, приземлил. Видно, опыт, профессионализм. Ну и как бы понятная программа, опять же, как я и говорил. Вот. Единственное, конечно, то, что Хинтер у него пятерочка, но с другой стороны, тоже неплохо. Нет, да и тоже двойной. Вот, и у него уже в копилке 4 трюка. 4 трюка достаточно значимых. Дальше можно наращивать, дальше можно уверенно повышать амплитуду, повышать мощность и потихоньку выходить первым из этого заезда и пробираться в финал. Что покажет скакалу-то? He still got 7 because he got a lot of height, but I think if the kite was going more down with the height he had, he could have continued and keep on rotating and maybe land on a 9. I think that's what he was looking for. Скакалуте надо 8 прыгать, чтобы догнать. Потому что предыдущие 317 ему не очень много насыпали. Ну, кстати говоря, у него тоже слим не прыганный, поэтому я думаю, что он тоже может сейчас на слима пойти. А, нет. Ну, не богато. На второе место пока идет какао-то. Конечно. To lane in blind, like I mean, most of the riders this high, this speed, they will pass the bar in the air, you know, to have more control, you know, get it done. But he can just, land. Хотя я удивлен, что ему 7,7 дали за хардтак 5. Ну, судьям виднее, видимо, им понравилось исполнение, понравилось, как он четенько вземлил. Черт знает. Потому что, на мой взгляд, хотя, конечно, за хардтак 7,7 уже дают там под 9. Достаточно трудный трюк. Я думаю, Беби нам покажет в следующем заезде, как правильно хардтак 7 делать. Мы же верим в то, что Беби может. Ну что ж, все зрители поддерживают Доротини, говорят: Доротини, давай, соберись, тряпка. Доротини собрался, ну-ка, собрался. И разобрался. Ну, что сказать. Не справился с напряжением.
Ну, что делать? Все бывает первый раз. Вроде как он первый раз пробрался в полуфинал. А учитывая, как часто проводятся турниры по хрустайлу, то в следующий раз может случиться года через 2. Поэтому надо брать от жизни все, надо стараться исполнить. Maybe why he's finding it challenging out there at the moment. I think he's on a 9. Yeah, he's on a 9, but the win is, you can see, he's slowly dropping to Крус разгоняется. Крус, в принципе, еще, наверное, может побороться, хотя для этого нужно вот прям уже... Ох, ничего себе. Ну, давай, дорогой, давай. Ах. Вот сейчас у него был хороший заход, он, в принципе, сделал хорошую амплитуду. И если бы он его вземлил, то тогда бы вернулся к борьбе за выход в финал, но, к сожалению, не справился с амплитудой, не справился с мощью своего прыжочка и разложился. В результате у него осталось 2 попытки, но за 2 попытки, конечно, добрать у него мало шансов. Что нам покажет Хуан? Ох, ничего себе. Ну, похоже, что Хуан все-таки, наверное, будет первым из этого противостояния. Потому что Хартак 7 показал. Я уже ждал от Беби, что он нам только в следующем зайдет, пока что нет, смотрите-ка. Есть еще. Ребята могут, хотят. В общем, это заявочка. Какао-то интересно, что мы. Ну, наверное, Какао-то все-таки бэкмоп должен свою короной показать. Бэкмоп 7, бэкмоп 5. Что-то такое изобразить. Потому что кроме него, в общем-то, вроде как его никто не прыгает. Может, ему и судьи там за это благоволят и тоже что-нибудь там красивое насыпят, знает. Посмотрим. Да, вот он. А, нет, КГБ-5. КГБ-5, ну, не знаю. Я пока не совсем вошел в критерии судейства, поэтому не могу что-то прокомментировать. Но, на мой взгляд, не должно это сильно продвинуть Какауту, но кто знает. У него, в принципе, 2 6-балловых трюка. То есть, в принципе, тут любой 7-балловый уже будет его немножко двигать вперед, но, с другой стороны, ему нужно добрать 3.22, то будет не так-то просто. Ну что, Доротини? Доротини уже, по идее, должен кататься чисто по кейфу. Пытаться что-то такое изобразить, там, немножечко покататься. Потому что шансов-то у него нету. Есть только время. Время, которое... И зрители. Вот мы все зрители. Он мог бы себе сейчас какой-нибудь, там, не знаю, носочков что-нибудь потренить, там, какие-нибудь грэпчики побрать. Ну, что-то такое красивое показать. Чем-то запомнится нам. Потому что, ну что, опять же, прыгают опять одно и то же, и даже не умеют чем-то. В общем, это не зачет, парни. Так, Крус. У Круса уже все, нету шансов на ошибку. Ему нужно прям, мало того, что прыгать и вывозить, так еще и прыгать что-то серьезное и вывозить это все. Посмотрим, справится ли он. Ну, ох, 9. Но, блин, у него есть 317, то есть он улучшает, но при этом у него всего 3 трика в зачете, не знаю. Не знаю. То есть он, конечно, сделал 319, но при этом у него последняя попытка и трюк. То есть ему нужно будет следующим трюком сделать что-то новое, но при этом еще сделать на серьезное значение. Ладно, Хуан. Предпоследний трюк Хуана. Что он будет улучшать в вашей ставке? Или тоже КГБ пойдет?
Да, КГБ. КГБ-7, КГБ-5. КГБ-5, но с проверкой, я думаю, что он не улучшил. Да. Даже по проверку ему сняли, конечно, чуть-чуть. Так что пока 3160. Так, а у нас остался... Блин, ну что-то Какалути подсуживает, мне кажется. Блин, и Хартак 5 8 баллов, и КГБ 5 7,57. Не знаю. Не знаю. Занес, наверное, в кассу. Ну или кто-то из судей в тотализаторе проставился. Ну ладно, посмотрим, Какалути надо 1,75 добрать. У него минимальный трюк 317, я думаю, что он его и будет улучшать. Сейчас пойдет, ну, или слима, он еще слима не придумал. Ну да. Не получилось. Пробовал слима. Ну, наверное, в следующем заезде тоже будет пробовать слима. Ну что, последние трюки в этом полуфинале. В целом, расстановка сил уже понятна. Крузу, ну, Заратини вообще все понятно. Заратини, давай покажи какую-нибудь красоту. Давай нам какой-нибудь. С носочком что-нибудь исполнить. Что-нибудь грэпчика по 2, там, реверсы. Ну, красивое что-нибудь. Без вот этой вот истории. Just looks like it started to change as well and gone a little bit more to the north. Cruise with в общем, вы все видели. Тут даже, видите, режиссер монтажа такой, типа, да, нахер, этого Заратини, ничего его показывать. Давайте просто на лагуну посмотрим. We never know with those Dominicans, they can. So we need a 8.73 to beat Cocoluto. So it's got to be a 9. It's got to be a 9, but. Что ж, Крузу нужно прыгнуть 8.73 для того, чтобы подвинуть Какалуту, но слим у него прыгнутый, бэксайд 315 у него прыгнуто, 319 у него прыгнуто. Ну, тут надо, блин, я не знаю, Хартак-Таки как бы КГБ 7, Хартак 7, и в принципе шанс есть, но сможет ли он что-то подобное нам продемонстрировать? Непонятно. А где, блин, что-то вообще как бы задремал режиссер видеотрансляции. Только по обсуждению ребят в будке стало понятно, что чувак пробовал шоу на КГБшку, но КГБшечку запорол. Ну, Хуан уже радуется, празднует, что он как минимум в финале. О, ничего себе, за КГБшечку 7 баллов дали. Ну вот если бы семерку сделал, то, видимо, все было бы некомфортно для Какалуты. Но что, Какалута и Хуан в финале. Сейчас они раскидаются, кто в каком порядке будет в этом финале выступать. Но, судя по всему, у Какалуты, конечно... Ну, я не знаю, будет он упоролся или нет. Может быть и будет, а может быть и нет. Так, Хуан, что у нас, КГБ 7 будет показывать? Нет. Front blind mob. Ну, так, чисто покататься заехал. Так, а что Какалута? Какалуте нужно улучшить 317. Улучшить 317 до 8 баллов. Ну, если он 319 прыгнет, то хорошо. А если либо у него еще слим есть, да? Либо он слима сейчас будет 7 делать. Что тоже может. Но слим 7, 8 баллов ему не даст. Ну, не знаю. Ну, наверное, 30... смотрите, с носочком. Ну, наконец-таки. Интересно. Ну, Какалута решил тоже не выпендриваться, точнее, решил повыпендриваться, просто показать, что мы еще статус умеем, да? Но не очень хорошо получилось. Но в целом, все равно приятнее посмотреть. Ну, приятно смотреть, когда ребята с наскок прыгают. Ну, согласитесь, не все вот это вот однообразное.
Ой, Дороти не расстраивается, смотрите, бедный. Что-то у него не пошло, его ребята его поддерживают, говорят, ну что ты переживаешь? Ну, не получилось, ну, не фартануло, не надо переживать. Будет еще через 3 года новые соревнования, будешь участвовать, покажешь класс. Ну что ж, мы посмотрели первые полуфиналы. Хуан обкатал Какауту. Будет, наверное, там третьем в финале. А Какаута будет, соответственно, первым в финале показывать свое катание. Какауте будет посложнее, потому что он не будет знать, что прыгнули до него его соперники. Но в целом, какая разница? Надо прыгать на все пироги, и тогда не нужно будет смотреть на то, как прыгают твои соперники. Правильно? Правильно. Мы ждем следующего полуфинала. В нем у нас Шабло, Джилбер, Суарес и Марио Биби. Все ребята серьезные. Жильбер даже, по-моему, был чемпионом. Как-то у него там прям подфартануло, пацану. Он был аж чемпионом в одном сезоне, потому что в том сезоне было два, опять же, два заезда, как и в этот раз. И один из них, из-за того, что был там сильный ветер, ГКА решили сделать новый формат, что типа слабый ветер катаемся в хрустайлу, сильный ветер катаемся в бигере. И вот в тот момент Джилбер как бы взял и выступил на бигере и стал первым. А так как больше там в этом бигере никто не участвовал, то остальные там у него первые, там близкие к нему места, все были ребята, которые хрустайл-то прыгать не умеют. И чувак в следующем, на следующем этапе чемпионата, на котором, в общем-то, уже решалась судьба чемпионства, он даже в финал не вышел. Что уж говорить, или даже в полуфинал. Ну, или в полуфинал он прошел. Ну и, в общем, грубо говоря, он там в полуфинал прошел, занял там 4-е место в полуфинале. И даже из-за того, что просто больше никого участников не было в бигере, ну, адекватных, стал чемпионом сезона. Это было смешно, когда чувак вылетает с полуфинала, но ему вручают флаг, как бы там эти такие кубки, и говорят: поздравляю, чувак, ты чемпион этого сезона по хрустайлу. Вот так вот можно было хрустайл однажды выиграть, попрыгав вверх, покрутя лупчики. Такое тоже бывает. Но грех жаловаться, хоть что-то было. Потому что потом был ковидный год, прыгали по телевизору только. И там, по-моему, Шабло у нас победил. Так что грех жаловаться. Вот смотрите, два заезда целых в этом году. Ну, счастье ли? Несчастье ли? Можем даже посмотреть прямые трансляции. Смотрите, как красиво все организовано. Так, что у нас происходит? Пацаны, наверное, разогреваются. А кто это вообще? Я не узнаю его время. А это Жильбер как раз, что ли? I am standing down here on the beach with our two first grand finalists, Juan Rodriguez and Jean-Maria Coccoluto. Congratulations, guys. You have made it through to the finals here in Neom. Juan, coming out with that first position, it definitely looks like hard work pays off. Congratulations. Thanks, man. I'm really happy for my hit because all riders is training and competing and get the high score. That's why I improve myself. I have a lot of adrenaline inside me, so that's why it's incredible, man. Thanks a lot. Congratulations, Juan. And I'm going to move it over here. Jean-Maria, you are one of the guys to beat out there, but this guy gave you a run for your money here. In the water, yeah, it was really hard with this guy in my hit, but I did my super solid trick because I saw the other also do some crash. So I say I go safe, but I will send in the final. Шабло по всему открывает? Открывает же уже? Или еще не начали кататься? Ох, нихера себе. Наверное, уже начали кататься, судя по тому, что он семерочку прыгнул. Да? Да? Или это был разогрев? Ну, Шабло зашел хорошо. А Хартатак даже был. Засмотрелся на пацанов, которые радовались своему выходу в финал, хотя, казалось бы, почему радовались. Там было понятно, по большому счету, кто выходит.
А может, не Жилбер был? Yeah, this is going to be an А может, exciting и Жилбер. semi-final. Не, наверное, Жилбер. Who do you think is going to take this one? Чемпионом. Был ли Жилбер чемпионом? Напишите в комментах. Ну, не в комментах, короче. But I think Maxime and Arthur really like also getting like that. Так, Жилбер. Ну, давайте, Жилбер, покажет нам Жилбер. Yeah, as we just saw, we thought Coccoluto would take the win, but he ended up in second. But meanwhile, let's get to the big deal. Front blind mob. Front blind mob. Arthur Gilbert. It's one of his go-to first moves to get. Ну, за фронт blind mob, я так понимаю, что больше 6,5, там, 7 ничего ждать не стоит. А вон, смотрите, шаблон начинает вообще с 8. Такой сразу, показать пацанам. Ну, хотя ему понятно, с кем кататься, блин, Суарес, Бебе, ну, Жилбер, я, наверное, Жилбера сразу пришел. Потому что меня простите, но что-то мне подсказывает, что шансов у него не так много. А шаблон нужно как раз стараться. Я думаю, что самый заряженный здесь Суарес, потому что он еще чемпионом не был, и ему хочется. Шаблон нет до своем видео заезде. В свое время победил и тоже носил пояс. Примерял на себя. Ну, что-то у вас показывает как-то издалека все, я вот отсюда не различу, что там парни прыгают. То есть он вроде вот, не, нормально, давай, Суарес, что нам покажет Суарес? 319. Oh yeah, massive one, definitely. Like, we're gonna get a good score on that one. Why do you think he's going to get a good score on that one? Kite position and like a good takeoff and not moving his kite too much, like what the judges want to see, definitely. Lots of commitment, speed. You know, we had a great shot of that here, and it will be down to Carlos Mario now. Беби готовится. World champion. Парни начали хорошо, показали, кто на что годен. Вот. Ну и Бебе надо тоже не упасть в грязь лицом, что-то такое продемонстрировать нам. Королевского пошиба. 40 seconds now, which he looks very light at the start of right foot forwards. What do you think we're going to see here, Finn? I think maybe backside 7 probably, like he done it a lot and like really consistent. Here he is then. Very good shout there, Finn. You got that absolutely right. And what do you think we should score him there? Actually, maybe let's not. We'll just let the judges get on with that. But I think that's going to be into sort of over the 7.5s and upwards at least. Maybe even into the low 8s possibly. It was a very controlled move. Good start for him. Yeah, definitely good start. But I think still Maxime is in the first position with his good hard attack 7 in the beginning. But yeah, probably a hard tight heat. Yeah, this will be a hard one because all of these, right? I think Arthur Gilbert, his current world champion. Yeah, he's current world champion right now. Like it was Шабло. Tarifa and just the super. Ждем шабло. He's got both like bigger and freestyle. So шабло легко опознать по классненькой шапочке на ушах. Но он почему-то плавает вместо того, чтобы разгоняться. World champion as well. It's only Manuel Suarez that I don't think has a world championship, but he's actually leading the tour this year after that win in Colombia. Yeah, definitely the win in Colombia was a tight one also, but he. Шабло. Oh, nice 319. Молодец, Шабло. 319. Шабло задает планочку, ребята. Задает планочку, если он так будет продолжать, он определенно нервы это пощекочет. Look at these scores to start off with it. 8.17, 8.17, 7.87 and 6.70 already on the board here. So this second semi-final has really exploded. Нормально. Интересно, кстати, говорят, что 3.817 как-то они интересно считают эти судьи. Видимо, у них есть какая-то программка, которая быстро все это обсчитывает, и они тыкают в одни и те же кнопки. Так, Жилбер что-то должен начать, наверное, тоже как-то разгоняться. Должен как-то разгоняться, начинать. Как иначе? Одним фронт-блайнд-мобом с этими пацанами не будешь богат.
discipline here, and he goes straight into, looks like a backside 3-1-7 attempt. He could only stop on the backside 3-1-5, Finn. What happened Что-то there? пошло не так. На приземлении, жопопроверочка и все дела. Yeah, it was a close one, I think, but yeah, the judges will not score this one that high. He probably wanted more. Yeah, and it's going to start to want to get those moves cleanly landed on the board very soon, because the other riders in this heat have started off incredibly well. Ждет зеленого флага и будет нам что-то показывать. В принципе, начал 319, ну давайте ставлю, что будет бэксайд здесь крутить. А? Будешь бэксайд крутить? Или сразу на слима пойдешь? Да, бэксайды смотрите. Бэксайд 317. Все потихонечку. Программа стандартная. Начинаем с простых вращений, потом начинаем их наращивать. А Марио, получается, будет на 319 сейчас заходить, да? Бразильцы. Бразильская школа. Into the next round, so which is the final, top two. Ну, здесь, конечно, заезд серьезный, ну, кроме Жилбера. В общем-то, трое достаточно плотных участника, и поэтому серьезная конкуренция будет за выход в финал. Будет глупо, конечно, если Мануэль не проскочит, потому что он главный претендент, учитывая то, что он в Бразилии был первым. Ему бы, конечно, тут прям постараться. И не сдавать Бебе этот сезон. He's going to go left foot forwards in here, and I think he's going to go for something slim chance related. What do you reckon? Oh yeah, probably, but Да нет, 319 сейчас будет. Я вот... Давай, а то слим. А нет, смотри-ка. Wow, lovely, into mode 7. Definitely a hard one and a clean one. Not many riders. Хинтер 7. I think it's one of his favorite tricks. Хинтер 7. There's the lovely shot from our drone then. It is a beautiful location, this. The first time, as I'll say many times again, in the distance there is Maxime Chablot. Ну, видимо, судье не понравилось, как он приземлил его, поэтому, скажем прямо... Direction here. He's got that signature sun hat. The freestyle ski world champion really looking for a good result here. He's just waiting for that score. You can see it. Oh, look at that nice bit of nature in the back. Пока Бебе остался в отстающих. It just gives you a nice feeling for just how much they do care about nature around here in Saudi Arabia. Everything looks nice and clean. Шаблон. Так. Шабло, что нам дальше показывать будет шабло на восьмерочке. Шабло показывает планку, и эта планка высока и заставляет остальных участников нервничать. Если он сейчас зайдет еще на какой-нибудь такой плотный трючок. А, нет, не получилось. Не получилось. Ну, было видно, что он как бы просрал первую зарезочку, и в результате прыгал уже на увядание, и, конечно, амплитуды не хватило, получилась какая-то херня. Наверное, стоило еще один галс сделать. Вроде не запрещено. Я думаю, что там не запрещено же еще один галсочек навернуть и перепрыгнуть то, что не получилось с самого начала. Заход не получился. Ну, посмотрим. Так, Жильбер. Со Жильбером мы не ставим. И это не потому, что я французов не люблю. Просто шансы у него не то чтобы очень велики. Perhaps there was no intention at all of the back mode 5 there. He doesn't even bother with that. He just goes straight for the back mode 7. I think we're going to see him try that again, Finn. Yeah, probably for sure. But now we have Otto Gilbert here riding on. Here he goes then, unhooking straight into our live stream. But he looks good, this one. Oh, хороший, хороший. 319, хороший. Может, и зря я его немножко принижаю его достоинство. Смотрите, 319, взял, разогнался, хорошенечко так толкнулся. И давай. Зажигай. Шабло сейчас будет немножко отставать, потому что пока единственный, кто не вземлил. Теперь Мануэлю нужно
наращивать. У Мануэля еще ни одного прыжочка за 8. Все семерочки, конечно. Это плохо. Это нехорошо в нашем случае. Надо догонять. Score in there, 8.70. That may well be one of the biggest scores we've seen in Saudi Arabia so far. Yeah, definitely. Like, it was a big score into UFC now for 319 actually, but yeah, now with Louis and Manuel Suarez, I'm sorry, all going big. Heart attack 7. Whoa. Oh, Извините, по семейным я отключил. Не пропустил, я так понимаю, что Heart Attack 7 от Мануэля. So quickly, almost by instinct, to keep the tip of the kite off the water. That was a big move, and these riders are starting to react to one another now. Finn, what do you think this is going to score? That was huge. well, probably like over an 8.5 definitely. It's going to be a big score for him. Yeah, it puts him in the lead at 9.20. Wow. That was the biggest score we had until now. Like, we're getting the 9s here. It's going crazy. We might even see a 35-point plus score here. And what is... God, I thought he was going to set up for some sort of kite loop there. But here goes Carlos Mario. Марио 319. And he looks very comfortable out there. Да, ребята, извините, у меня тут семейные проблемки, поэтому я сейчас отлучусь. Не грустите, в принципе, катка красивая. Скоро буду. His third move here. So they've all got that's not a hard maths, 4 moves left to do. And there's lots of landed scores on here. There's not really been any major wobbles yet. So coming in left foot forwards now will be Maxime Chablo. No, wouldn't it be Arta? Arta should be up next or not? No, I think it's Maxime waiting. Okay, no, you're right. The order I have here isn't the one I should be looking at. So Maxime, will he try it and go for that back mob 7 again, or will he just try and go on something else? Oh, I think probably back mob 7 because his ball, maybe you can see it's like a bit twisted. I think maybe he will go for a back mob 7, maybe. Going in with speed a lot. Oh yeah, back mob 7. Oh, he just couldn't ride through it. Finn, that was an incredible piece of detail that you just gave me, one that I hadn't actually noticed. You've just mentioned there that you saw his bar already twisted. Tell me more about that. Like, I mean, for back mobs, probably, like, I can't do him that good, but, like, for them, like, when you go back mob 7, I think it's easier to even twist your ball, so when you, like, go for the 7, like, you don't, like, touch your ball wrong, so your kite just steers down and you get a back edge or a front edge. Okay, we'll talk you through this move here, right foot forwards first, which is another huge move then from Arthur Gilbert. I'm really impressed by his riding here. He's got, you know, he is the world champion. It involved some big air last year as well, and he's been strictly focused on freestyle this year, and he's rising to the occasion. But I have to talk to you about this lines twisting. So this is deliberately pre-spinning the bar around so that you're riding into the move with your lines crossed. Yeah, it's like riding in with your lines crossed, and then we go for, like, it's probably like 3 times back roll when you go for that 319. So it's good to twist your ball. Yeah, that's a really nice bit of insight from one of the athletes here. Left foot forward, lots of speed then coming in. Our tour leader at the moment, Manuel Suarez. Slim 9 on the cards, punches the sky, and there's some elation there from him. Who knows, Manuel Suarez, that he is absolutely smashing this heat. I think he's already going to be on one of the highest scores so far. Nothing under a 7.33 will be on his 4 best tricks. This is a really exciting heat here, Finn. Yeah, definitely. Like, it's the best heat I think we've saw in, like, in Neom here. It's probably going to be another 9 or what we saw. Like, definitely a big one at Slim 9, taking him definitely in the lead. It's an 8.80. Wow, I'm absolutely flabbergasted by what I'm seeing in this heat. It just keeps getting better and better and better. So unhooking, then out the back, lovely camera change there. Oh, he's just blown out on that one, Finn. Yeah, like, just like the pop out probably from a small like chop or something, but he looked controlled actually. I saw he's going to land it like really clean. So the first little wobble then for Carlos Mario. Do you think sometimes, Finn, when you see these other riders putting 9s and 8s on the score, it can affect some of the riders? Yeah, probably. Like, when you see, like, some people just going for, like, 8s and 9s, just, like, it's... You know you need to push big, like, when you need to go for your tricks.
yeah, there's riders out there now putting such big scores in that you're having to push it. Here's a rider under pressure right now, Finn. He's found himself down in 4th position so far. That's after he's had 2 crashes. He's got really only one more crash he can use up here. I feel this is an important moment in this competition for Maxime Chablot, the man from Switzerland. Here he goes, left foot forwards. What's he going to do? Is he going for the back mob 7? No, he's going to go for the... Oh, I think there was a grab in there too. It may well have been on the nose. It was a nice nose grab here from Maxime, Slim 7 nose grab. Like, he has that trick pretty consistent. Well, we saw it a lot of times in Colombia, I think. But he gonna get a good score on that one, probably over 7.5. And he needed it right then, I think, Finn. That was a moment here. He kind of knew that he was down a bit, but he's a very experienced freestyle rider. I mean, even then, if that was crashed, it was possible to get back into this, but I don't think any of the riders like to have to know that their last moves, they've all got to be landed. He's still got something in the bank. The top riders here are landing all their moves and giving themselves a chance and breathing space to upgrade some of their scores. Here's Arthur Gilbert riding out, going for a heart attack. 7, sticks it clean. Wow. I don't know how they do it, bro. For them, it looks easy probably, but Maxime also is here in like 3rd position, but Arthur needed also that trick. He'll probably get in 2nd position now. What a feeling that is. He turns around, you see his face, you see him punching the water. That is a feeling we'd love to bottle and use again, that feeling of accomplishment. He is riding to the best of his abilities here, and this is going to change around all over the shop here, I think, this. But Manuel Suarez is in the top, but the battle for 2nd at the moment is going to rise and rise and rise as we see Manuel Suarez. How could he get even better scores than before? Front blind mobe. Oh, and a little cheeky grab in there as well. I'm not sure if he actually made contact with the board there, but there's a move we saw Carlos Mario do so frequently as well. Yeah, it's a nice move, the front blind mobe, but it scores pretty high. I think like he knows he probably has it to go into the final, so he's probably going a bit easier, but a nice trick definitely. Carlos Mario on your screens then currently finds himself in 3rd place. He's got to knock out that 3.90 and it's a slim 7. He just laid that board down really nice into wrap position there. Great example, just positioning the board then going for the bar pass. He knows what he's doing in these competitions and he's got a battle. Так, я, похоже, тебя пропустил, да? Пропустил лютую зарубу. Шабло. У Шабло еще есть шансы, да? Я правильно понимаю, что у Шабло еще есть шансы? Хотя, конечно, невелики, но и не нулевые. Жильбера, вот смотрите, как потянулся, а? Ничего себе. Вот я тут Жильбера списывал со счетов, вот и смотрите, какой он хороший. Неужели он бэби вынесет, да, ребят? Осталось два трюка. И нагрузочка тут серьезная у нас. Серьезная. Шабло. Шабло нужно вземлять. И землять опять же что-то на 8.41. Посмотрим. Бэкмоп 5. А надо было бэкмоп 7, да, чтобы чего-то добиться. Шансы у Шабло. У Шабло останется только одна попытка. И ему нужно будет садить что-то 9-балловое. Ой, не знаю. А Жильберт, смотрите, какой молодец, а? Я над ним стебался, да? Так, ну, Жильберт, давай. Покажи дальше, на что ты способен. Mobe, currently in his 4 trick attempts. This is out of 40. Everybody at home, they're getting scored out of 10 each individual trick. He's going to come back left foot forwards then, is Arthur Gilbert. We know he wants to upgrade to 6.70. He's not going to go anywhere near the 319 family or the backside rotations or the heart attacks. This is going to be a slim 7, I think, here, Finn. Yeah, I think definitely slim 7 probably. We're going to see like riding with speed a lot, popping and... Oh no, it's a Hintermobe family. Oh, that is going to hurt the knee. That was a big crash. Запутался в леше. Going for that Hintermobe
7, I think, in the end, or even more, in 9. Yeah, it looked like a Hinterberger Mob 9. We didn't saw that trick a lot of time, but it was a big one. Не получилось. Не получилось. Но заход был тоже, опять же, интересный. Ладно, признаю, что зря я гнал на Жильбера. Смотрите, как он может. Иногда, конечно, не может, но может. У Мануэля два еще трюка. Что-то странное получилось у него. Как-то у него очень странно выглядело. Как-то все это не очень удачно. Так, Бебе нужно прям раздавать. Бебе сейчас должен прям вложиться на все 100%. Поэтому ждем от него какого-то прорыва. Давай, дорогой, давай, десятку, как ты умеешь. 31-10, да? Покажешь нам? Это что такое было-то? Дабл хардтак-так? Ну, не знаю. На что рассчитывает Беби? Что-то я не понимаю. Ребят, подскажите мне, что происходит? Беби, ты куда? Ты что? Это что? В чем план был? Какой? Что ты хотел добиться? Блин. Непонятно. Ему, чтобы Жильбера перепрыгнуть, ему нужно улучшить. Ой-ой. Не, ребят, мы, похоже, списываем Беби. Беби не прошел финал. Вот такие вот новости, ребят. Вот такие вот новости. До свидания, Беби. Ну, шансы, потому что у Беби улучшить на 3.78, 6.13, это 9. Ну, блин, это даже десятка не поможет. Короче, привет. Привет. Ну что ж, у нас в финале Мануэль и... Не, ну еще, кстати говоря, Шабло еще может скачать в последний вагон. Если сейчас нам что-нибудь продемонстрирует. Да господи, ну хотя бы бэкмоп 7. Ну ладно, бэкмоп 7. Что нам скажут судьи на это дело? Судьям нужно 8, ну, блин, не знаю, короче говоря. Они должны ему за это дать... Блин, не знаю. Мне кажется, что не хватило. Но посмотрим. Посмотрим на судей. Ну. Барабанная дробь, все смотрим, ждем. Что дают за бэкмоп 7 в этом соревновании. Резкий трюк, поэтому 7.90. Не хватило. 7.90 мало. То есть не хватило ему... То есть должно было быть 8.4, чтобы проскочить. Но не проскочил. Поздравляем Жильбера, поздравляем Мануэля. Let's take a look. Arthur does find himself just in the lead there. So what has he scored for that back mob 7? A 7.90. So I don't think that was enough from Maxine. And that is why there was a little hand bop to say, look, come on, you're really close to this now. Carlos Mario will need a massive score if he's going to advance as well. And I don't know if Carlos Mario can manage to do that as well. So whilst Arthur Gilbert goes out right for fours, let's take a look. Carlos Mario on my screens here needs 3.78 more to advance. But he's already got 4 tricks. So what score? It's a 6.13 is his lowest score. So to me, he needs almost a 10, 9.8 in one of his moves here. Arthur Gilbert is going for that mob. Артур Хинтер 7. Наверное, он улучшит свой результат. Он улучшит свой результат и, может, даже и доберется до первого места в этом заезде. Ну, сейчас мы это посмотрим. Но есть шанс, потому что я думаю, что 7,5 это за него точно дадут. Да? Как вы считаете? А то и будет и 8. И тогда Мануэлю нужно будет улучшать. Да, 8,2. 8,2, Артур, блин, как бы я к нему свысока не относился, смотрите, он рвет шаблоны. 4 прекрасных трюка, 4 прекрасных, 3 семерочки, 1 девяточка, все достаточно плотные, красивые. И Мануэлю приходится догонять.
КГБ 5 с грэбом. КГБ 5 с грэбом. Не, он не улучшит. Но не улучшит и вряд ли догонит. Ну все, то есть, как бы Бебе уже и вообще без шансов. И какой у нас получается расклад? У нас получается расклад, что в финале у нас Мануэль, Артур, Какалута и Родригес. Мануэль, Какалута, Родригес. Но Жилбер у нас уже за первое место не борется. А Какалута начинает бороться за первое место. Ну, получается, какой расклад, что Мануэлю нужно как минимум второе место занять в финале, и тогда он становится чемпионом этого сезона. Какалуте надо в любом случае быть первым, да как, в общем-то, и Родригесу. И при этом, чтобы Мануэль был четвертым. Ну что сказать, был очень плотный заезд, достойный финал. Было приятно посмотреть. Были прям интересные трюки. Но и некоторые удивления. То есть то, что Бебе четвертое место выскочил. Жалко парня. Никак ему не вернуться в чемпионскую гонку. Вроде бы и может, а вроде бы и нет. Может быть, конечно, и уровень молодняка сильно возрос. Не так-то просто. Но все равно. Мы помним Бебе, который прыгал 31-10. Чего, на мой взгляд, еще... А кто-нибудь еще увозил 31-10? Вроде кто-то увозил. Кто-то из бразильцев тоже. Родригес, что ли, увозил? Напишите, так сказать, в комментариях, кто что помнит. Я-то не уверен. Но мне кажется, кто-то еще увозил 31-10. Но на соревнованиях никто. И вот тебе раз. Бебе вылетел в полуфинале еще и на четвертом месте. Но были странные заходы, дабл хард-аттак. Вообще на что он рассчитывал? Я просто понять не могу. То есть это он хотел дабл хард-аттак 7, что ли, сделать? Ну, не знаю. Необычная какая-то была задумка. A reminder to you then, back home, you are seeing the previous semi-final replays here, not the current ones that we've just seen. And I can see very busy scenes down on the beach now as we just show you some of the clips from the previous semi-final. Dorotini, tall.